Всем привет. Я думаю, вы немного устали, поэтому я вас чуть-чуть расслаблю. У нас будет мало сложных слов и много будет интересных. Я так понимаю, нас после этого прекрасной лекции ждет обед. И чтобы связать тему будущего денег с обедом, я вам задам простой вопрос. Вот мы с вами привыкли идти на обед и чем-то за него платить. Кто-то из вас за него заплатит рублями, наличными, кто-то заплатит с карточки, Visa или MasterCard, МИР. Кто-то, наверное, так как у нас сегодня блокчейн Live, уже расплатится биткоином или эфиром и карточкой, которая позволяет это сделать. Кто-то, может быть, расплатится уже Аэрофлот милями. И здесь возникает вопрос, являются ли Аэрофлот мили и прочие системы лояльности настоящими деньгами. И вопрос, что такое вообще деньги? В прошлом году журналисты, когда мы в Мальте объявляли, что мы запускаем в Тунисе цифровые деньги, говорили, ну не может быть, Сбербанки, Центробанки никогда не перейдут на цифровые деньги, просто потому что им это невыгодно. Но если вы смотрели вчера новости, Багамы стали первой страной, которая выпустила цифровые деньги. Это уже происходит, и, скорее всего, в следующем году 5-7 стран перейдут на эту странную аббревиатуру CBDC – Central Bank Digital Currency. Так как мы с вами просидели в заперти достаточно много, я решил оставить презентацию на английском языке, поэтому вы будете видеть английские слайды, слушать российский русский голос, у вас будет развиваться нейропластичность, это очень-очень полезно во время пандемии. Значит, мы, как Universa, мы один из самых быстрых публичных блокчейнов, предназначенный для государств, корпораций. Мы сильно быстрее биткоина и эфира, у нас там 25 тысяч транзакций в секунду в публичном блокчейне и практически бесконечно много в приватных. Сейчас транзакции всегда будет стоить гарантированно меньше 1 евроцента, поэтому через нас можно передать 25 центов, заплатив 1 цент Universe, а через эфир и биткоин, конечно же, нельзя. Тем не менее, в основном мы сфокусированы на крупных государственных проектах вместе с правительством Туниса, точнее с АТИ-агентством по интернету. Мы запустили национальный блокчейн, сейчас переводим электронно-цифровые подписи, документооборот, деньги на инфраструктуру Universa Blockchain. И вот буквально 2 недели назад вместе с правительством Эмиратов, с цифровой зоной DMCC и одним из крупнейшим в мире рафинадным заводом по сахару запустили одну из первых бирж цифровых коммодити. Это цифровой сахар. Звучит странно, зачем кому-то нужно расплачиваться друг с другом цифровым сахаром. Чуть позже я расскажу, зачем мир переходит на такие странные виды денег, как деньги, обеспеченные сахаром. Собственно, нам кажется, что в будущее денег разделится на несколько направлений. В первую очередь это государства, которые заменят наши с вами физические наличные на электронные наличные. И электронные наличные, как я дальше покажу, это действительно что-то очень важное и нужное скорее государствам, чем нам с вами. Нам с вами, как мы прикладывали телефон, так и будем прикладывать телефон, и, скорее всего, разницы большой не заметим. Второе большое направление – digital assets. И вот у нас, слава богу, закон о цифровых активах со следующего года как-то, хоть и не полностью, начинает работать. Это те самые цифровой сахар, цифровой алюминий, металлы, нефть, цифровой квадратный метр, когда у вас есть какой-то актив, и права на этот актив вы можете цифровым образом передавать. Собственно, сначала давайте про CBDC. Бумажные деньги умирают. Производить бумажные деньги, печатать бумажные деньги – это на самом деле очень дорого. Собирать их тоже очень дорого. Вот сегодня очередные инкассаторы были ограблены в Грузии, машину с инкассаторами остановили, деньги украли. И это происходит, естественно, не только в Грузии. Но и в целом сбор денег и управление денежной бумажной массой – это очень дорого. Цифровые технологии и технологии блокчейн распределенных реестров позволяют выпустить цифровые наличные с теми же самыми прекрасными свойствами, с номером на купюре, с отслеживаемостью, с возможностью быстро, активно передавать, программировать эти деньги. Поэтому большая часть стран либо сейчас размышляет, либо активно консультируется с различными финансовыми международными институтами о том, как правильно запускать цифровую валюту. Собственно, цифровая валюта государственная выпускается Центробанком, эмиссия контролируется Центробанком. С этой точки зрения ничего не меняется, за исключением вида самих денег. Тем не менее, это тоже промежуточный этап, потому что как только несколько стран выпустят свои цифровые валюты, они вдруг выяснят, что это их очень сложно друг на друга менять. И нужно создать какую-то наднациональную платформу, которая бы обменивала одну национальную цифровую валюту на другую национальную цифровую валюту. И, собственно, это следующий шаг к некому объединению, когда у нас с вами все-таки появится общее средство
для расчетов, которая будет уже наднациональная, а не наднациональная. Мы считаем, что это будет где-то году в 2025. Тем не менее, уже сейчас разработали платформу, которая позволяет выпускать Центробанком CDBC. И, собственно, если посмотреть на эволюцию денег, то деньги в существующей цифровой форме — это логичное продолжение тех самых бумажных купюр, про которые когда-то люди договорились, что деньги должны существовать именно в форме таких вот расписок, кто кому чего должен, если ты не хочешь поменять шкурки на ракушки. Но при этом деньги как таковые, и про будущее денег чуть-чуть позже, деньги как таковые — это очень плохой инструмент. Если вам предложить, в чем хранить ваши сбережения, в яблоках или в рублях, вы выберете рубли, при том, что рубль не самое надежное средство для хранения денег. Но вы выберете рубль. Так вот, задача будущих денег — сделать так, чтобы деньги стали хуже, чем яблоки, и вы от них стремились избавиться. Чуть позже я покажу, что для этого придумали мировые экономисты. Собственно, сейчас в экосистеме денег, если прям пробежаться по ней, это медленно, неэффективно, платежи ходят долго, деньги где-то теряются, деньгами управлять сложно. Если возникает у нас с вами цифровая валюта, которая выпускается Центробанком, то вдруг все становится резко дешевле, потому что для того, чтобы напечатать цифровую купюру, как вы понимаете, уже не нужен печатный станок, не нужен оператор. Ты задал параметры эмиссии, у тебя появилась новая цифровая купюра. У тебя постоянное 100% резервирование этих денег внутри Центробанка. У тебя 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году все работает. Мы предполагаем, что цифровая инфраструктура в виде серверов работает хорошо, и телеком-операторы, которые за это отвечают, справляются со своей работой. Ты можешь писать правила на этих деньгах, красить их, сказать, вот эти деньги — это госбюджет, их нельзя тратить на постройку дач или на коррупцию. Или наоборот, вот эти можно тратить на коррупцию, но не больше 10%. И называется это подарки. И, соответственно, ты на 100% как Центробанк контролируешь весь этот процесс. Соответственно, с точки зрения экономики это действительно сильно дешевле. То есть каждая купюра производится дешевле, ты легко, соответственно, устраиваешь протоколы обмена денежной массы и легко собираешь эту массу со всего рынка обратно в тот момент, когда она тебе необходима. И у тебя нулевой процент фрода, эти цифровые наличные уже нельзя подделать, их практически нельзя украсть, а если их можно украсть, то воры мгновенно найдут и, соответственно, привлекут по всей ответственности закона. Для того, чтобы Центробанкам, которые не знакомы с такими новыми технологиями, было легче работать, мы выпустили платформу, которая позволяет им поиграть в цифровые валюты. То есть запустили платформу, которая позволяет им запустить свою собственную CBDC и провести пилот, чтобы понять, какие правила внутри цифровой валюты им нужны. И, соответственно, в настоящее время несколько центробанков играют в эту песочницу с нашими цифровыми валютами. Понятно, что первое, что они просят, как только у них что-то первая монетка проехала, они говорят, слушайте, а давайте это соединим с цифровым паспортом, цифровым кошельком, давайте мы будем контролировать как Центробанк не только деньги, но и еще и всех граждан и все взаиморасчеты между ними. Это одна из систем, как будут работать деньги будущего, когда Центробанк убирает банки, которые были перед ним и распоряжались деньгами, которые он выпускал, и говорит, я теперь агент, который напрямую с каждым гражданином работает через специальное мобильное приложение. Я думаю, будут страны, кто выберет этот путь, и будут страны, где Центробанк продолжит оптовую торговлю цифровыми валютами, передавая их коммерческим банкам, для того, чтобы коммерческие банки оказывали сервис конечному клиенту. Тем не менее, судя по количеству запросов, будут страны, которые напрямую будут выдавать цифровую валюту своим гражданам. Итак, где мы сегодня? Сегодня у нас есть первый лидер в мире, которого Международный валютный фонд отказывается призвать первой страной, официально запустившей CBDC, потому что это все еще пилот, но тем не менее в размере миллиардного Китая, как вы понимаете, несколько провинций, которые используют на сколько-то миллионов долларов выпущенный цифровой юань, это фактически уже запущенный цифровая валюта, цифровой юань. И юань здесь впереди планеты всей, хотя, конечно, формально первой страной, официально раскатавшей на всю страну цифровую валюту, вчера стали Багамы. Багамы маленькие, людей мало, Центробанк небольшой, это легко запустить в качестве простого пилота. Тем не менее, эпоха цифровых валют стартовала, и наш прогноз, что в следующем году 5, 7, 10 стран запустят цифровую валюту, и, соответственно, еще большее количество стран запустят пилоты с цифровой валютой. Поэтому готовьтесь, что произойдет с рублями. Видимо, рублевую массу будут дальше сокращать. Если у вас есть 5000-е купюры, попытайтесь их уже положить на банковский счет. Мне кажется, с ними может произойти что-то неприятное. Цифровые активы.
и глобальная токенизация. Если отвлечься от того, что деньги — это только наличные, то выясняется, что есть несколько вариантов, куда дальше будут развиваться деньги. И в первую очередь это те самые деньги, которые лучше, чем деньги. В 30-е годы есть, погуглите, пожалуйста, экономическое чудо Вёргаль. Был такой экономист Сильвио Гезель, который сказал, что для того, чтобы деньги стали эффективными, нужно добавить всего одну функцию. Функция называется сложно демеридж, но на самом деле это всего лишь встроенное устаревание. То есть у вас деньги становятся дешевле, если вы их не пускаете обратно в оборот. Они пролежали у вас месяц и стали на 10% или на 1% дешевле. Что вы с ними тогда сделаете? Вы их немедленно бросите обратно в оборот, вы на них что-то купите. Вы на них купите, не знаю, акции, которые не обладают этим свойством демериджа. И в результате оборот таких денег вырастает многократно. И, соответственно, эксперимент, который проводился в городе Вёргаль в 1933 году, он был настолько успешен, что его повторило 200 коммун в Австрии, и Центробанк просто испугался, что региональные валюты вытеснят национальную валюту. Эксперимент был прекращен. Тем не менее, и Кейнс, который, собственно, автор Бреттон-Вудской системы, считает, что это одна из лучших теорий, которая может быть проверена на практике. В настоящий момент несколько стран и несколько крупных компаний обсуждают внутри, как запустить, соответственно, такие деньги, которые будут лучше, чем сегодняшние деньги. Соответственно, все, что нам с вами нужно помнить, что вот есть Гезель, есть экономическое чудо Вёргаль, и есть слово демеридж. И не пугаться, когда вы начнете читать в описаниях Центробанков, что они решили запустить новое расчетное средство, протухающие, испаряющиеся деньги. Это деньги, которые дешевеют, вы стремитесь от них избавиться, и вы больше не будете хранить. Второе, что нам с вами дают цифровые деньги, они дают нам с вами правила расчетов. Есть исламский мир, и там есть сложные правила шариата, которые не позволяют совершать определенные действия с денежной массой. И блокчейн и цифровые валюты позволяют записать на каждой купюре эти правила. Ну, самый простой пример. Используя такие халяльные деньги, вы физически не можете больше купить алкоголь и сигареты. Вам сама купюра не позволяет расплатиться за алкоголь и за сигареты. Вы не можете вложить эти денежные средства в договор займа, просто потому что это нарушает правила шариата. То есть фактически любые правила, которые могут быть запрограммированы на деньгах, с помощью цифровых валют могут быть реализованы. Программируемость денег. Следующий большой рынок, который открывается перед деньгами, это когда мы с вами уходим в металлы и в активы. И первые активы, которые будут оцифрованы, прямо сейчас оцифровываются, это, конечно же, золото, алюминий, металлы, нефть, газ. Представьте, вот то, что мы сделали с сахаром. Зачем это было сделано? У вас есть склад, на складе лежит слиток золота. У вас есть право требования 1 грамма из конкретного слитка. И вы дальше передаете это право требования 1 грамма владельцу кафе, которому, соответственно, оплачиваете частью этого грамма чашечку кофе. Он мгновенно получает право на какую-то часть вашего слиточка золота и может его потребовать или как физический металл, или продолжить, соответственно, им расчеты. Расчеты внутри системы, очевидно, там практически бесплатные и мгновенны. У нас с вами исчезает из всей этой экосистемы платежные операторы, процессинговые центры, банки. У нас происходит прямой обмен ценности, которая гарантируется лежащим в хранилище, контролируемым там, правительством или кем-то еще, кусок золота. Соответственно, мы предполагаем, что в ближайшие годы там, с нашей, не с нашей помощью будет оцифровано очень большое количество как натурального сырья, так и других активов. И один из тех активов, который нам кажется таким максимально выгодным для обычного ритейлового покупателя, это наша с вами земля и недвижимость. Потому что земля и недвижимость для нас с вами точно такой же актив, который подлежит простой токенизации. Право на землю, право на квадратный метр – это что-то, что может позволить перезагрузить огромные рынки недвижимости, которые сейчас переживают страшный кризис, просто потому что там таких историй, как с потоковым золотом, когда тебе для того, чтобы начать добывать золото, нужны начальные инвестиции. У них такая же проблема. Для того, чтобы начать строить, им нужно там что-то продать. И для того, чтобы строить дальше, нужно еще что-то продать. Соответственно, если правильно построить механизм торговли правами на квадратные метры, для того, чтобы это был ликвидный механизм для инвестора, который бы в любой момент мог купить сегодняшний метр в проекте и продать его через год, когда там построен котлован, сразу возникает там возможность вынимания ликвидности из таких проектов. И инвесторы, и застройщики готовы в такие инструменты играть. И, собственно, благодаря технологиям, которые пришли к нам с вами как блокчейн и криптовалюты, появилась возможность, соответственно, эти цифровые квадратные метры и юниты
токенизировать и выводить на рынок. Соответственно, чем мы вам можем быть полезны? Мы можем быть вам полезны, собственно, этой платформой по токенизации активов и выпуска денег. Если вы хотите попробовать поиграть в собственную валюту, если вы банк, если вы Центробанк, если вы маленькая страна и вам нужна национальная валюта, или если вы просто владеете каким-то активом и хотите деньги, зажатые в этом активе, высвободить, подходите, мы вам расскажем, как быстро и легко мы это делаем. А мы будем со своей стороны, как российская компания, которая находится там на острие блокчейн-технологии, радовать вас раз в полгода успехами на африканском, южноамериканском и юго-азиатском рынках. Спасибо большое. Спасибо огромное. Вам аплодисменты. Александр, у меня к вам маленький вопросик, если вы не против. Я уложился, всем надо кушать. Не задавать? Задавать. Я думаю, да, маленький вопросик такой, человеческий. Во-первых, абсолютно, для людей, которые зарабатывают деньги, есть такая функция накопления. Хочется, чтобы я немножко под кубышку отложил, чтобы когда-то, наконец-то, там через 3 года, через 5 лет на что-то их потратил. Это такая человеческая потребность, да, а с другой стороны потребность тех, кто выпускает деньги, чтобы я то, что заработал сегодня, уже потратил чуть не в ту же секунду, даже желательно во время заработка. Как быть с этим? Это 2 раздельных мира, 2 раздельных как бы части. Этим нужно одно, а этим нужно другое. Как найти консенсус? Все очень просто. Дело в том, что деньги не были изначально предназначены для... То есть они не должны расти в стоимость. Это метод взаиморасчетов. Мы рассчитываемся условной 1 минутой нашего времени, выраженной в чем-то. Прекрасно. Если у вас есть 100 рублей, и вернемся к экономическому чуду Вёргля, и вам нужно избавиться от этих рублей, потому что они будут дешеветь, механизм, который предложила мэрия Вёргля, купите наши акции. В результате все свободные деньги вкладывались, в токен города Вёргль. Так как все свободные деньги города тратились на покупку одной единственной акции, что с ней происходило? Она росла. Вот вам, пожалуйста, простой способ накопления. Раз. Второе. Еще раз. Деньги не нужны для того, чтобы их копить. Нужны активы. Давайте смотреть, какие существуют инвестиционные активы на рынке. Венчурные проекты, токены, золото, металлы и все, что предлагает современная финансовая система. Собрал деньги, вложил в активы. Я понял, да. Этот новый мир меняется настолько стремительно, что нам приходится менять много чего еще и у себя в голове. Спасибо вам огромное за выступление. Очень приятно вас слышать, видеть. Да. И, друзья, мы сейчас уже уходим на обед.